Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня будем жарить камбалу. Посмотрите, какая она. Золотистая, с хрустящей корочкой. А внутри белое, сочное, нежнейшее мясо, которое буквально расслаивается вилкой. Сегодня покажу, как правильно жарить камбалу на сковороде. Разберемся, в каком случае нужно снимать кожу и какой панировкой пользоваться. Это простой рецепт, но с важными нюансами. Именно они делают результат идеальным. У меня сегодня мороженая камбала размером 35 см. Камбалу я заранее разморозила медленно в холодильнике. Это важно. При быстрой разморозке рыба теряет сок и появляется лишний запах. Размораживать рыбу лучше не до конца, так ее лучше разделывать. Отрезаю голову и обязательно достану жабры, они дают горечь. Голову я не выбрасываю, она отлично подходит для рыбного бульона, ухи или соусов. Сегодня я пожарю ее вместе с рыбой просто для красивой подачи. Удаляю внутренности и промою под водой. Необходимо также хорошо удалить черную пленку. Иногда может попасться икра. Если камбала крупное мороженое, лучше снять темную кожу, оставив белое мясо. У камбалы она плотная и дает выраженный запах. Кожу на светлой стороне можно оставить. Она тонкая и почти не влияет на вкус. А вот если рыба небольшая или свежая, можно жарить и с кожей. Она станет хрустящей. А вот плавники я оставляю. При жарке они станут хрустящими, почти как чипсы. За счет того, что рыба была не до конца разморожена, кожица снимается практически идеально. Очень важный момент – рыбу нужно тщательно обсушить. Если поверхность влажная, она будет не жариться, а тушиться. Добавляю специи для морской рыбы. В них входит соль, поэтому дополнительно не солю. Делаю это заранее и немного втираю соль в поверхность. Даю рыбе постоять 15-20 минут. Так соль распределится не только снаружи, но и внутри. Для панировки беру смесь муки и манки 1 к 1. Мука дает равномерную корочку, а манка тот самый приятный хруст. Сухари для камбалы я не использую. Они слишком грубые для ее нежного мяса. Обваливаю камбалу в смеси, а лишнюю панировку обязательно стряхиваю. Слой должен быть не очень толстым. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом кладу рыбу той стороной вниз, где мясо толще. Она требует больше времени. И первые минуты не трогаю, даю образоваться корочки. Если переворачивать часто, рыба может потерять сок и форму. Крышкой не накрываю, иначе вместо хруста получится пар. Вначале слегка прижимаю, чтобы поверхность равномерно соприкоснулась со сковородой. Целую рыбу жарю 4-5 минут с каждой стороны. Вот такая камбала получается, золотистая, с тонкой корочкой, а также с хрустящими плавниками. Для праздничной подачи выложите рыбу на блюдо, добавьте предварительно пожаренную голову, зелень и дольки лимона. Подавать с картофельным пюре, отварным картофелем, свежими овощами или салатом. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе наших новых видео, и ставьте лайк, если камбала вам понравилась. Ну а я говорю вам до свидания, до новых встреч и, конечно же, увидимся!